Я всех приветствую, друзья, на канале. В этом видео я в коем-то веке решил прям взять и напрямую сравнить самую новую видеокарту RTX 4060 и прошлую RTX 3060. Я купил для сборки и первую, и вторую видяху именно для сборки подписчикам, и пока карта у меня дома, я решил, понятное дело, что уж там время терять, и снять прямое сравнение. Вот прям впритык сравнить, чтобы понимать, что лучше купить сегодня зрителям, и наконец-то разобраться, под какие цели и задачи лучше всего взять ту или иную видеокарту. Потому что вы не поверите, но теперь в 2023 появилась странная тенденция — это выбирать видеокарты под различные задачи. Да, это очень странно, но Nvidia с ее новым DLSS 3.0 четко разделяет теперь прошлую 3000 серию и 4000, и это стало актуальной проблемой сразу после выхода 4060 Ti. Очень немало было критики 4060 и 4060 Ti, но люди, видимо, и блогеры сразу не поняли основные задачи и цели этих видеокарт. Теперь начинается политика не увеличения чистых FPS с увеличением цены, а сейчас бюджетные карты сильно упираются в технологичность. Это ниже потребление, ниже температура, DLSS 3.0, и это важно понимать. И сейчас просто нужно осознать, под какие цели и задачи вы решили брать 3060 или 4060. Если ваша задача, например, там запуск игр современных последних новинок Full HD на ультра с трассировкой, и чтобы было 60 плюс кадров, то тут на помощь и приходит DLSS 3.0 с видеокартами 4060 и 4060 Ti. А если нужно просто нормальная видяха, не для трассировки лучей, а просто, скажем, там для запуска онлайновых проектов или там сетевых шутанов типа Call of Duty, Rainbow 6, то и тут можно смотреть в сторону 3060 обычной. И в этом видео как раз мы и сравним, что к чему. И, друзья, раз уж мы затронули тему онлайн-игр, то сложно было не вспомнить о великой Lineage 2, на которой выросло не одно поколение геймеров, и также ее молодой альтернативной версии Essence. О ней и пойдет речь сейчас. Lineage 2 Essence — это легендарная MMORPG, которая была разработана корейской компанией NCSoft. Игра является приквелом событий, в котором происходит за 150 лет до начала оригинальной Lineage 2. И вот, друзья, в контентном дополнении Храм от Стакана в игре появились новые территории, новые виды экипировки и новый питомец Лис. Питомцы, как вы знаете, это верные спутники, которые могут сопровождать игроков в приключениях. Они могут носить экипировку и также обладают собственным набором умений. Что насчет новой сессионной зоны Храм от Стакана, то это место, наполненное мистикой древних руин и шаманских обрядов, что проводит раса ящеров-гуманоидов. Еще стоит сказать, что в новом дополнении стало больше экипировки, например, символ и щит берсерка, а также драгоценные камни, рубин и бриллиант. Плюс, помимо всего, в игре появилось еще парочку элементов брони с особыми умениями, которые еще больше разнообразят сражения. Кстати, пока не забыл, друзья, в честь обновления 4Game подготовил для вас подарки. Речь идет о кубе помощи. Данный куб содержит целый ряд полезных предметов с временными статусами плюс экипировку, которые помогут тебе исследовать просторы Эль-Маратена с еще большим комфортом. И еще дополнительно это не все, вы получите целую сотню свитков эффектов Сайхи. Поспешите, друзья, прямо сейчас, ведь акция доступна только до 30 сентября 2023 года. Переходите по моей ссылке в описании, регистрируйтесь и получите от меня лично уникальный куб помощи, который в течение 30 дней будет снабжать тебя полезными предметами для ускорения прокачки. Всем желаю удачи. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, про сами видеокарты, я думаю, не стоит сильно прям вдаваться в подробности. Стоят они немножко по-разному. Например, данная видяха 3060 у меня на 12 VRAM видеопамяти стоит на 36 тысяч рублей. Это именно в DNS, а ее прямой конкурент 4060 стоит 40 тысяч рублей. Разница почти что в 4000. Но это, напомню, новинка, плюс это одна из самых хороших версий 4060 на 3 вертушки, в серьезном исполнении, и поэтому 40 тысяч. Есть также, конечно же, политовская 4060, и она даже дешевле, чем 3060, на 1000 рублей, и стоит 35 тысяч. Так что все очень сильно зависит от бренда и конкретно от моделей. На 2 вертушки, там на 3 вертушки и так далее. Все уже вам выбирать по вашему кошелечку. В моем же случае хотелось бы просто сравнить две разные модели разных компаний, чтобы понять, стоит ли экономить 4000 рублей. Итак, самое важное я озвучил. Это цена, и по сути разница между 3060 и 4060, ну ее почти что нет. Вы можете купить все буквально по одной цене, поэтому возникает вопрос у зрителей, а в чем же собственно конкретная разница? И сейчас я вам это покажу. Допустим, давайте сперва запустим Rainbow 6 на самых ультра настройках, запредельных Full HD на обычной RTX 3060. Для тех, кто не в курсе, Rainbow 6 это исключительно сетевая тактическая стрелялочка, и она не использует DLSS 3 версии или там трассировку лучей, тоже в ней не поддерживается. И вот чистый FPS у нас в данном случае на 3060 буквально стремится к 200 кадрам. Это очень много с учетом
учетом того, что я тестировал на своем обычном Ryzen 7 2700 в сборочке за 40 тысяч рублей. Я снимал об этом компьютере видео на своем канале. Это явно не супер топовый комп, там, не знаю, с i9 13900, и поэтому, что я честно считаю, что тестировать бюджетные видяхи на компьютерах за 200 тысяч можно, в принципе, даже и не начинать. Там даже 1050 Ti покажет себя словно, не знаю, там 4090. Все же такие простые видяхи, вроде 3060 или 4060, их берут как раз люди в сборочке простые, там с i5, с i3. Вот это я и буду тестировать на обычном простом компьютере, чтобы максимально ближе к простым людям на стареньких машинах. Это, я думаю, понятно. Но теперь, друзья, в общем-то, давайте вынимаем 3060, вставляем 4060 и запускаем эту же Rainbow 6. Но уже, внимание, на новой видеокарте RTX 4060. И вот тут есть о чем вам рассказать. Ну, во-первых, смотрите, первое, да, фреймрейт очень сильно отличается. И там, где было 3060, выдавалось 170-200 кадров, на 4060 мы получаем 130-150. Это заметно меньше, буквально на 30, 40, 50 и даже 60 кадров. Но очень важно, обратите внимание на температуру видеочипа. Она не 73 градуса, как было это на 3060, а 55-56. Это очень большая разница именно в температуре, буквально на 20 градусов холоднее 4060. И это не потому, что у нее 3 вентилятора, а потому что у нее потребление теплопакет энергии, обратите внимание, не 170 Вт, как было в 3060, а 95, 100, 115. Это максимум. Почему так, вы спросите? Ну, во-первых, потому что лучший теплопакет именно у 4060, именно из-за того, что она съедает меньше энергии, от чего, собственно, холоднее, и еще она почему-то в то же время в тех же условиях загружена всего лишь на 65-70%, хотя при этом 3060 работала почти на 100%. Возможно, это как-то связано, я думаю, именно с процессором, но даже если и разница есть, то все равно 4060 почему-то иначе работает. У нее больше почему-то загружен в данной ситуации процессор на 65-70%, и она словно испытывает проблемы с нехваткой мощности процессора, хотя в то же время 3060 всего вполне даже хватает. Это странно. В общем, по частоте кадров в сетевом проекте заметно больше FPS именно в 3060, но заметно ниже температура и потребление энергии у 4060, от чего она буквально замерзает в компьютере. Это мы зафиксировали. А теперь, друзья, смотрите, значит, у нас такой фокус. Сейчас мы с вами запустим относительно новинку. Это обновленный Ведьмак, третья часть на 12-м директе с лучами и DLSS в режиме баланс. И тут 3060 в целом выдает нам от 40 до 45 кадров с небольшими просадками до 35. Такое тоже случается. В общем и целом можно даже пройти, но все же 40 кадров Full HD, ну скажем так, это предел мечтаний даже для версии 3060 на 12 RAM. И в то же время ее конкурент 4060 имеет преимущество с DLSS третьей версии, и ровно с такими же настройками и DLSS с лучами на запредельных, но, внимание, с включенной опцией создания кадров через DLSS. Именно эта опция доступна только на 4000 серии видеокарт. Именно с этой небольшой, казалось бы, опции выдает нам, внимание, видеокарта от 70 до 90 FPS и даже буквально поднятие до 100. Это почти что в 2 раза больше. И при этом, заметьте, теперь уже видеокарта, в отличие от Rainbow 6, трудится, внимание, почти на 100% и выдает 100-115 Вт и температура 59-60. Да, бывают, конечно же, просадки до 65 в сложных локациях, но и 3060 тоже местами скачет, так скажем, до 35, может даже меньше. Так что налицо двукратный прирост буквально из одной опции построения кадров через DLSS. И это при том, при всем, что сама кривая фреймтайма тоже заметно плавнее именно на 4060. Вот такой вот, собственно, трюк с этим DLSS 3.0. Я думаю, зрители уже примерно понимают, на что я намекал в начале видео, когда поднимал тему современных проектов и сетевых, и что под разные цели нужны разные видеокарты. Но это еще не все, друзья. И сейчас давайте, скажем так, с вами, чтобы закрепить результат, запустим еще одну относительно новинку. Это Киберпанк на ультра с лучами и DLSS баланс. И тут сразу не будем вдаваться в подробности. Все настройки на обоих или на обеих видеокартах одинаковые, и видим точно такую же картину, схожую, что была в Ведьмаке 3, а именно 45-55 кадров на 3060, и это далеко даже не очень идеальный 45-50, судя по кривой фреймтайма, и в то же время 75-100 кадров на 4060, буквально с идеальной кривой фреймтайма. Да, есть некоторые вопросы к процессору, видно, что местами он не везде загружает видеокарту, но там, знаете, небольшие процентные скачки, не более, не сильно прям заметно, однако, что заметно, так это именно разница в количестве кадров. И тут, наверное, стоит подвести черту под всем увиденным. Итак, кому нужна 3060 и 4060 в 2023-2024? Ну, во-первых, смотрите, для 3060
3060 нужен блок питания хотя бы 500 Вт, именно честный, ну такие не самые дешевые, не самые китайские, чтобы вытянуть видеокарту на 170 Вт. И при этом вы запускать будете в основном только сетевые шутаны, там Доту, танки, возможно Rainbow 6, колду, Counter-Strike, ну короче именно там, где нет построения кадров DLSS 3.0 и тупо сухой стандартный FPS, то вам более чем в этих задачах хватит 3060 и местами даже будет столько же или даже больше кадров, чем на 4060. Вам нет смысла менять 3060 на 4060 именно под эти задачи сетевыми проектами. Однако, если вы собираете новый компьютер с нуля или планируете, скажем, запускать преимущественно новинки, там все новинки от Baldur's Gate 3, там Diablo 4, Stalker 2, Ведьмак с лучами и DLSS с поддержкой именно генерации кадров и построения кадров через DLSS, все это будет выходить именно в 2024, буквально в любой крупной новинке. В этом случае вам лучше всего однозначно больше подходит именно 4060 под разрешение Full HD и даже местами для 2К. Да, я знаю истории, что 8 VRAM, там линии PCI Express маловато для 2К, но все равно это лучше будет, чем 3060 в 2К без DLSS 3.0. Там хоть даже поставили 12 VRAM, все равно она в 2К не вытащит обновленный Ведьмак, именно с трассировкой лучей даже в 30 кадров, и в то же время 4060 2К сможет хотя бы держать, возможно 50-60 на ультра. Вот в чем и вся разница. Под новинки с DLSS берем 4060, если не интересуют новинки, то берете 3060. Вот и все, что сделали в компании Nvidia. Просто разделили потребности геймеров в новой и старой линейке видеокарт. Берете именно ту видеокарту, которая вам нужна под конкретные цели и задачи. Так что здесь как бы уже вам решать, что вам больше нравится. Я просто озвучил свои мысли в этом видео. Если я в чем-то оказался неправ, напишите мне в комментарии под этим видео, без проблем все обсудим. Нету вообще никаких сложностей. Всем еще раз спасибо, что смотрели это видео. Увидимся уже очень скоро. Не болейте и на связи. Пока-пока.